Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что идет в вашу жизнь? Предчувствие перемен. Вот иногда мы именно предчувствуем перемены, чувствуем, что на уровне нашей интуиции или где-то и опыта в том числе вот-вот что-то изменится или должно поменяться. Возможно, и обстановка именно способствует тому, чтобы мы как внутренне к чему-то приготовились. Может быть, это мы словно перед прыжком. Но мы понимаем, что вот как четыре дороги, да, мы говорим, перекресток судьбы. Это ведь всегда состояние между прошлым и будущим. Какое направление выбрать? Или какой выбор принесет удачу? Давайте вместе с вами поразмышляем, узнаем, какие подсказки нам дадут карты. Так что же идет в вашу жизнь? Возможно, это и будет катализатор каких-то перемен или важного выбора в вашей жизни. Давайте с вами узнаем. И традиционно мы вначале узнаем, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Кто вы? Или с кем готовы говорить карты? Какую судьбу нам они сегодня откроют? И какой же перекресток судьбы покажут? Но так вот, если по навигации говорить, да, вот представьте, мои дорогие, что вы шли какой-то дорогой и вышли на плато, и действительно, вот как есть камень какой-то, да, как в сказках, и четыре направления, куда пойти, что нам нужно выбрать. А с другой стороны, ведь, по сути дела, я так надеюсь, по крайней мере, что перекресток судьбы для тех, кто смотрит этот расклад, вам позволит увидеть не просто как 4, может быть, или 3, 2 разрозненных каких-то пути, а понимать, что это именно и есть какая-то навигация. И пусть наш расклад вам послужит своеобразным комплексом. Что я имею в виду? Одно дело, когда вот именно разрозненную, как перекресток, да, если мы видим. А вот у нас время такое сейчас перемен. Время видеть вещи целостными, поэтому мы можем как 4 пути представить колесом фортуны. Вот давайте настроимся на такой более позитивный лад и рассмотрим с позиции позитивной психологии и здравого смысла значение выпавших карт. Но все же 4 стороны мы с вами сохраним. Достанем по 6 карт на каждую позицию. И первая позиция, вот именно от чего мы с вами берем старт. Это вот прямо сейчас. И одновременно пусть это будет сигнификация, по которой вы для себя либо узнаете, либо поймете, что нет, расклад не мой. Итак, достанем 6 карт. Всегда 6, потому что 6 это у нас любая карта Таро – это победа. Поэтому будем победителями, настроимся на успех. И это отправная точка нашего маршрута. И вторая точка – это что скоро случится, что скоро произойдет, буквально спешит, может быть, в ближайшие дни, может быть, ну, как даже сегодня или завтра. Ну, у кого-то это может быть и пару-тройку недель, будем реалистами. То есть, что скоро случится, на пороге каких событий вы окажетесь, мои дорогие. Это в ближайшее время, в ближайшие дни. И давайте будем рассматривать, хорошо, а к чему же это все идет? Или что изменится, может быть? Какие дороги откроются перед вами? Что изменится? Какие дороги окажутся, откроются перед вами? Или к чему все идет? Как, знаете, вот именно если мы сейчас рассматриваем вот именно как внизу, да, наши карты оказались, а это как какая-то цель, которую, возможно, вы ставите. Или какие врата открывает судьба, мои дорогие. К чему мы, по сути дела, стремимся. Какие возможности перед нами откроются. И узнаем, что в вашу жизнь идет дальше, что за этим последует. Будем готовы к неожиданностям, конечно, но что же будет дальше? К чему опять же приготовиться? Тут две позиции, к чему приготовиться. Это ближайшее будущее, а это как дальше или то, что отдаленное. Мы даже не ставим срок конкретный. Что это будет продолжено? Что же там идет в вашу жизнь дальше? Или, может быть, это еще дополнительно придет? И мы достанем наш расклад. Все же он у нас как развилка. Поэтому я достану сейчас 2 карты, которые мы откроем в самом конце. И если для кого-то из вас действительно стоит выбор. Обычно выбор – это 2 каких-то положения. Но даже если выбора больше,
Поверьте, мы можем все равно каждую позицию свести все равно к двум. То есть в конечном итоге у нас останется 2. Поэтому вы загадайте, как будет, если я поступлю определенным образом, или я на что-то соглашусь, или наоборот, может быть, откажусь, или я приму чье-то предложение, ну или какие-то ваши варианты. Может быть, это вы где-то и по времени тоже загадаете. То есть простор вашей фантазии. И второй вариант, именно от противного. Если я не соглашусь, если я, ну, не захочу вот рассматривать какой-то вариант, и мы ведь не знаем, может быть, в этом как раз будет какое-то положительное зерно. Поэтому вот 2 варианта загадывайте, и для кого-то это у вас может быть и как 2 желания. Но в сроках, наверное, будьте объективны, потому что, конечно, любой расклад, это один из тысячи вариантов. Но знаете как, беседа с собственной интуицией. Попробуйте просчитать на пару шагов вперед. Итак, кто вы? Какую историю, чью судьбу нам сегодня расскажут карты? И на прямо сейчас то, что есть, происходит в вашей жизни в данный момент, но и что будет происходить дальше. Варианты. Вот есть, знаете, смотрите, колода Чиромаркетти. У кого-то буквально история любви, может быть, история отношений, но совсем не обязательно. Карта выбора вообще-то в тему нашего расклада. Тут, правда, есть какой-то выбор. У кого-то выбор даже по работе. У кого-то, знаете, как выбор без выбора. Ведь Чиромаркетти прорисовал девушку, которая, ну, она вот реальная. А вот образ, именно образ вот этого прекрасного рыцаря, то есть в виде воспоминания или в виде мечты, в виде какой-то цели, которую мы очень хотим достичь. Вот непростой выбор, который много эмоций, да уж точно. Смотрите, тройка мечей будет говорить о том, что было какое-то разочарование. И вот смотрите, следующая карта, девятка пентаклей, денежная карта, поэтому тут двояко. У кого-то это чувство, у кого-то это финансы. Ну и финансы тут могут быть, так вот поясню, это могут быть любые составляющие, которые в конечном итоге мы сводим к финансам. Вопросы недвижимости, например, или вопросы каких-то важных документов, но я допускаю, да, за которыми стоит ответственность финансовая. Почему нет? Такое тоже может быть. И от этого выбор. То есть как будто нужно выбрать правильную дорожку. И явно, вот где вы сейчас, вы получили какое-то либо известие, но не обязательно по тройке мечей. Это, знаете, мы долгое время повторяли, ну, какое-то действо или словно шли по какой-то проторенной дорожке и были уверены, что мы все делаем правильно или из благородных побуждений. А здесь, видимо, реальность, которая буквально врывается в вашу жизнь, а может быть и не врывается. Для кого-то это будет ситуация, когда элементарно какая-то слишком затянувшаяся история вас тоже заставляет делать выбор. Когда, наоборот, может быть, чьё-то неучастие, да, вот именно с учетом первой карты и второй, если вместе. Вот иногда молчание говорит громче любых слов. Вы сейчас, вот где вы сейчас? Вам сложно? И вам эмоционально именно тяжело. И здесь старший аркан будет говорить, что мало того, что тебе где-то внутренне сложно, такая обстановка оставляет желать лучшего. Тут и внешне какой-то есть выбор, но здесь есть еще и внутренние противоречия. Вот смотрите, у вас выпадает, тем не менее, у вас выпадает карта девятка пентаклей, следом у нас выпадает, ух ты, как, да тут прямо эссе у нас с вами получается, а не расклад. И если ты сейчас вот больше будешь уделять внимание не эмоциям, а буквально, ну, какому-то сухому прагматизму, тебе легче будет выйти вот из этой патовой ситуации. Тут самые главные карты нам говорят. Выбор придется делать, да, правда. Но в этом выборе, если добавишь эмоций, все пойдет наперекосяк. И следующая карта, причем выбор, который должен быть сделан по закону. Или все себе не создать трудности, сложности. Правда, у кого-то совпадет сложная ситуация, которая связана с тем, что, ну, человек как-то так непонятно себя повел. Или человек повел себя так, когда вы оказались еще и в рамках закона, или когда вам нужно еще по закону решать какие-то вопросы. Может быть, это по закону какие-то выплаты. Вот, кстати, я такое
Не исключаю, ну, может быть, не буквально сейчас, а это где-то в обозримом будущем. Или у вас сложилась сложная ситуация. Опять же, самое главное, вот где вы сейчас. Были планы, была вера, было какое-то, знаете, 1000, наверное, процентов уверенность в том, что а ведь все будет хорошо. Ну вот, наверное, эта сама фраза, она нам добавляет спокойствия, ну, возможно, и оптимизма, но, по сути, она тоже нам где-то замыливает глаза. Вот явно на то, что был замылен наш глаз, нам сейчас придется, ну, как-то прозреть буквально так. И, какой-то путь, может быть, вы сейчас это понимаете, как пройти этим отшельником. Один на один вы остались в какой-то сложной ситуации. Ситуации, по сути дела, выбора. Как двойка жезлов– это выбор. Так и здесь карта выбора. От начала до конца. Причем, как я говорила, когда выпадают старшие арканы, это всегда обстоятельства или действия людей, бездействие людей. Это то, на что мы не влияем. Это некоторая такая атмосфера или аура, которая состоит из внешних событий. А двойка будет говорить нам о том, что зависит непосредственно от нас. Поэтому тут двойственный какой-то выбор или двойственная ситуация, когда и внешние есть факторы, но есть еще и внутренние факторы. Но тем не менее, наверное, вот смотрите, я могу сказать точно, если мы говорим о каком-то сложном выборе с морем эмоций, я такое не исключаю. Вот, наверное, вам прагматика определенная, да, то, что есть в реальности. Карта философа. Никаких эмоций. Тут самое главное, чем меньше эмоций, тем четче путь, тем больше ясности, тем сильнее ваша позиция, что-то не упустить. Будьте готовы к тому, что у вас могут возвращаться, тем не менее, какие-то сюжеты из прошлого, может быть, и с людьми, у кого-то с документами, у кого-то это будет, правда, связано с финансами, а у кого-то именно, ну вот как вы сейчас можете оказаться в одиночестве. И вам, может быть, и очень хотелось бы иметь того человека как друга, единомышленника, но вот нам сейчас однозначно показывают нет. Человек один на один. С какими-то превратностями судьбы, с какими-то сложностями. И тем не менее, кто вы? Вы ресурсный человек. Вот говорят, Бог нам не дает больше, чем мы можем преодолеть. И это на самом деле так. Поэтому вы, вот ваша ресурсность, она может творить чудеса. Возможно, вы себя не знаете так хорошо, как должно. Или, возможно, вы долгое время именно на что-то, на кого-то откликались. Значит, это такой своеобразный урок жизни. Здесь что-то, да, вы можете, кстати, думать, что вот этот выбор, он сейчас в вашей жизни присутствует. А по факту нам что, о чем говорят? Закон кармы, причина и следствие. Вот мы оказались в какой-то неоднозначной ситуации, которая, может быть, мы и ждем, что или произойдет какой-то его величество случай, или у кого-то совесть проснется, или человек выполнит обещанное обязательство. А нам тут говорят, да нет, тут это тебе по судьбе такая ситуация, чтобы ты сейчас раз и навсегда как будто выбрал себя или какие-то свои интересы. И мы никуда не торопимся, кстати. Может быть, кто-то из вас уже понял, что если я сейчас как-то, ну, непродуманно, больше на импульсе буду поступать, то это как дорога в никуда. Я словно на полном скаку включусь в какое-то дело, вопрос, а потом это все закончится каким-то очередным дежавю. Вы сами можете чувствовать, что вам сейчас именно нужно пройти какой-то экзамен жизни. Ну, вы это ощущаете действительно, как вот предчувствие перемен или перекресток судьбы. Вот давайте узнаем, что же на нашем перекрестке судьбы, а лучше я вот так вот раскрою карты. Правда, все они у меня в объектив не помещаются, но я надеюсь, это для напоминания достаточно. Итак, что же скоро случится? Что скоро произойдет? События ближайшего времени, ближайшего будущего. На каком пути судьбы вы окажетесь в ближайшее время? Перед выбором. Причем вам кажется сейчас, что это выбор, а по сути дела вам приходится от чего-то отказываться. Какая-то история завершается. Причем эта история может быть касаться именно каких-то контактов, важных связей с конкретным человеком. Может быть, вы сталкиваетесь
с такой жизненной коллизией, когда вот вы ожидаете, да, предчувствия перемен и не можете понять, как объяснить вот эти свои предчувствия, мои дорогие. Вы можете узнать какую-то новость скоро о человеке. Вот явно кто-то, может быть, даже из ближайшего окружения вынашивает определенный план, но вам об этом пока не сказали. Ну, значит, вам это скажут. Вам могут это подать, как вот я сделал выбор. Вот я иду туда-то, или, ну, это так, я абстрактно говорю, да, или я буду заниматься тем-то, или я вот выбираю именно, ну, такой вид деятельности или род деятельности, или я буду вот так поступать. Для кого-то это будет связано с тем, что действительно какой-то человек пытается словно оттолкнуться, возможно, и от связи с вами. Мои дорогие, ну вот всё об этом. У человека свои планы. Тут нам больше говорят, что именно с кем-то. Вот это может быть для вас неожиданно. Будьте где-то к этому готовы. Вот почему, может быть, такой сложный у нас был первый именно, ну, первый прогноз или первая позиция. Потому что как будто приготовься. Мы ведь сказали, есть то, что ты можешь поменять, но есть то, что ты изменить не сможешь. Тебе придется как-то адаптироваться к тому, что ты услышишь, увидишь или что будет происходить. Вот здесь больше, по крайней мере, то, что будет в ближайшие дни или случится, да, вот на какой это как очередной путь судьбы. Вот в этом, может быть, колесе фортуны или вот как свернуть на этой развилке. Вы даже не сворачиваете как будто, правда. Это, может быть, вы пока еще словно стоите, но тем не менее, новость вы какую-то получаете. Так вот, человек уже определился с чем-то. Он на что-то практически решился. Может быть, осталось ему просто как какие-то дела последние уладить. Или с чем-то, ну, как, знаете, он пытается разобраться еще пока, да, потому что вы же еще пока этого не знаете. Он пытается с этим разобраться, потому что, да точно, смотрите-ка, человек ставит жирную точку над прошлым. Ну, вот это как точки над «и». По пажу мечей здесь, может быть, даже какой-то период, как будто за вами человек наблюдал. Может быть, вы сталкиваетесь с тем человеком, вот будьте готовы, правда, к какой-то новости. Просто настройте себя на то, что если вы даже то, что вы услышите совсем скоро, вас удивит, а может быть и даже шокирует. Ну, мы все разные. Возможно, это вам еще добавит каких-то эмоций, но просто понимайте, мы делаем расклад предупрежден, вооружен, правда, или защищен, мои дорогие. Поэтому, когда мы так на пару шагов вперед, где-то допускаем, что да, тут что-то может ни в какие ворота не влазить, как будто, да, или мы столкнемся с решением людей, которое будет для нас неожиданно. Но все же тогда это будет для нас подсказка, правда? Мы скажем: "Ну да, я уже об этом думал". Так вот, у человека, если я говорила, наблюдал по пажу мечей, он именно какое-то время, вот тут есть явно, причем это тот человек, вы даже на него на сегодняшний день не думаете. Это его буквально мысли, это его намерение, но каким-то образом эта персона оказывает влияние в вашей жизни, на вас, на, может быть, даже события, которые происходят прямо сейчас. Вот давайте сразу поясним, почему же нам тут тоже где-то карта сказала о том, что есть разочарование. И явно мы можем где-то включиться, как вот в прежнюю, в какую-то волынку, да, или, ну, по привычке, и даже из благородных побуждений кому-то помогать, а человек именно, ну, условно чистит перья, хочется сказать, перед тем, как он сделает последующий старт. И, может быть, вот это раздумье и наблюдение связано, ну, играете вы какую-то роль в его жизни? Или как долго вы будете играть эту роль? Насколько глубоко или далеко по дистанции можно надеяться на вас, на вашу помощь? Потому что его планы, они другие. Увы, они другие, и вас в его планах нет. Первая карта — смерть. Я надеюсь, все правильно понимают, что здесь речь идет не о физическом состоянии, да, физиологическом, не о смерти. Буквально это всегда карта окончания. Или, как я говорю, это когда отпускаем мы что-то. Вот человек уже что-то отпускает. Но вот это то, что и он уже в будущем. Но характеристика именно вот той ситуации, которая или того пути, следующего отрезка пути, на котором вы окажетесь. Ну, одни мечи, но ведь я должна сказать, это когда мы ищем правду истину, и мы ее находим.
Так вот, человек, может быть, тоже, я не исключаю, у кого-то из ваших близких сложилась сложная именно ситуация. Человеку сейчас однозначно непросто. Пусть это будет любимый, или пусть это или любимая, да. Наш расклад подходит одинаково как и мужчинам, так и для вас, мои дорогие девочки. Здесь у человека что-то тоже меняется. Может быть, это как тоже закон где-то кармы, с которым он оказался вот так, как лицом к лицу, или словно оказался со своей тенью. Тут даже человек может думать, что и знать, что в вашей жизни сейчас все непросто, но все равно свои сложности он испытывает намного ближе. Ну, вот говорят, своя рубашка ближе к телу. Я могу предположить, что у человека есть проблемы с законом, которые он вынужден сейчас решать, и он вам об этом ничего не скажет. А что это такое, хочется спросить. С чем это связано? Ну, еще раз, нам говорят о том, что, ну, по сути дела, уже какое-то расставание, прощание, потому что тоже вот по этой карте мы ищем выход. Выход – это где-то выбор всегда. Но это выход из создавшегося положения, и мы его находим. Вот правда, здесь есть какие-то люди, которые понимают, что либо на вас уже можно не рассчитывать, может быть, видят даже, что у вас сейчас сложная ситуация, может быть, даже сам человек пытается, я не говорю, что это плохо, но это может быть кто-то даже из близких, который понимает, что вы сейчас утратили какие-то былые ресурсы, может быть и так. Но вы-то все равно ресурсный человек. И, возможно, для вас это по судьбе. Чтобы, знаете, ваших ресурсов осталось больше. Вы как будто, может быть, пытались идти в 2 стороны одновременно, но вот это тоже должно закончиться. И поэтому, может быть, для кого-то именно так и заканчивается, когда человек видит, что да, вот продолжения в какой-то совместной истории или сюжете уже не будет. Человека может подвигать, ну, или имеется в виду подвигнуть на такие решения. Сложная ситуация с деньгами, а еще когда он сочтет, что, ну, вы немножко сами по себе, ведь вы тут отшельник, да? Вами нельзя манипулировать. И если даже какое-то время это получалось, то люди считывают вас, мои дорогие. Вот есть явно один человек в вашем окружении, который вас считывает. Вы можете ничего не рассказывать, не рассказывать какие-то подробности. Либо человек обладает какой-то уникальной интуицией, правда, у нас король кубков, у кого-то, может быть, и правда, человек по кубковым картам проходит или родня, родственники, любимые, те, кто в паре. Но иногда это буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Не все знают асцендент. Так вот, что же это? У человека, посмотрите, 2 пятерки. У человека очень сложная ситуация. Здесь могут быть не только проблемы с законом, но здесь еще ему самому очень сложно собраться. Но ведь и правда, вот смотрите, вы, может быть, и переживаете, как у него все сложится, или у него как решится какой-то вопрос. Но я бы сказала, если, ну, правда, у кого-то совпадает с личной историей, вы знаете, тут для вас и для человека, наверное, как вы можете помочь? Вот если у кого-то сейчас, вот именно, да, в процессе расклада проигрывается именно близкий человек, которому бы вы рады помочь, но вы не знаете как, потому что у вас сейчас тоже выбор. Это знаете, как у человека выбор и у вас выбор. Ну, как-то вот так вот, да. И поэтому вы тут можете только выслушать. Ваши советы тут не помогут, потому что вы не видите и вам даже всего не расскажут, какого рода сложности стоят у него на кону. К чему это все идет для человека, мне уже хочется сказать. Человеку нужно решить какие-то свои темы, вопросы. Для человека нужно буквально выровнять какую-то финансовую ситуацию. Для человека еще придется пройти какой-то путь, который будет именно касаться финансов. Может быть, это как поиск работы или работа в новом коллективе, или, может быть, это вторичный какой-то доход, занятость, или, может быть, разобраться, правда, с какой-то финансовой историей. Человек будет искать, кстати, я такого не исключаю, именно таких партнеров, которые, ну, могут откликнуться более надежно и быстрее. Мои дорогие, без обид, с вас сейчас нечего взять.
человек с учетом рыцаря Пентаклей все-таки ищет выгоду, увы. Он и сам готов где-то экономить, он сам готов учиться или рассматривать практически все варианты. Ну, может быть, так вот накладывать на него вот именно такие особенности восприятия, сложная ситуация. Ну, может быть, и человек такой, тут сложно мне это судить, мы все разные. Так вот, к чему у него все идет. Понимаете, вот ему еще предстоит пройти через какие-то иллюзии, через какую-то прокрастинацию. Вот подумайте, есть ли в вашем окружении такой человек? Потому как вот именно на одном человеке, обратите внимание, как выпал король кубков, других карт у нас персональных не выпало. Нам рассказывают, что рядом с вами есть кто-то, кому вы ямтом помогали, может быть и финансово. Но у вас так судьба, видимо, вот у вас такой перекресток, когда, возможно, и предчувствие перемен приходит. Именно потому, что, а, вы, может быть, и участвовали бы в чем то дальше, но у вас сейчас свои вопросы и проблемы. Но и у человека тоже. Таким образом, как будто судьба, может быть, даже пытается вас на какое-то время развести, я такое не исключаю. Я не говорю о расстоянии, о расставании ни разу, хотя по некоторым картам это тоже может проиграться, но мы все разные. Но человеку, поверьте, для чего это нужно вам? Почему так подробно именно о человеке? Потому что еще какой-то период, да, человеку этому будет сложно. И от того, насколько он будет реалистом, насколько он выберется из какого-то сложного положения. Это он должен прозреть, мои дорогие. Это у него какая-то прокрастинация или пустое ожидание тоже должно закончиться. И кто-то из вас оказался вторично, вместе, как у вас своих проблем, да, достаточно, а вы, тратя силы или помогая кому-то, или участвуя в чем-то, может быть, даже силы эмоциональные. Может быть, это поддерживая его, ну, где-то вдохновляя, но тем не менее вы тоже тратите силы. А здесь как будто нужно человеку разобраться. Тут, правда, у кого-то из вас ситуация может быть связана с очень близким или знакомым человеком. У кого-то буквально ведь иногда это карта дома. Я могу сказать так. Человек пройдет какой-то свой путь, и в итоге, я могу предположить, он еще в вашу жизнь вернется. Правда. Может быть, он вернется, это праздник после победы. Он очень хочет, знаете, я такое даже могу предположить, но не то чтобы похвастаться перед вами, тут как будто с вами поделиться он бы хотел, но в данный момент времени, вот, кстати, кто-то из людей может думать, что я сейчас балласт, вот, или обуза для вас. Я такого тоже не исключаю. Необычный расклад. Хочется сказать, как выпадет что-нибудь, так выпадет. Но ведь на самом деле среди всех выпавших карт только король кубков. Давайте мы с вами пойдем дальше. Но тут у человека что-то получится. Поэтому, если вы за кого-то из близких переживаете, ну, значит, у вас сейчас своя развилка судьбы, у человека своя. Примите это как данность. Ну вот, наверное, как эта цель, которая у нас буквально впереди. Давайте будем с вами рассматривать. Так какие дороги откроются лично перед вами? Какие цели? Вам как будто полный вперед. Какие дороги? Тут будет какое-то доброе известие, и ваша задача, посмотрите, строить правильные связи, правильные контакты. Карта сила, а вокруг много эмоций, мои дорогие. Два пажа. Будут новости приятные, будут новости, которые касаются либо заработков, либо денег. Что касается эмоций, новости будут приятные. Я должна сказать, что у вас тут что-то будет вас именно вдохновлять. Возможно, у вас появится такой человек, который, ну, тем не менее, вот какое-то участие я предполагаю. Для кого-то из вас это будет означать, вот как карта сила, критическое мышление, хочется сказать, когда, ну, может быть, оставив некоторые разочарования, найдете вы, соберете буквально силы для того, чтобы правильно, знаете, как организовать свою жизнь. Организовывать придется как будто все по-новому. И, да, это на самом деле для вас будет задача в ближайшее время выйти из эмоционального воздействия тех вот сложившихся историй или отношений, когда вы чего-то хотели, а закончилось, ну, как-то совсем не так, как вы предполагали.
Вы долгое время находились именно как, может быть, кто-то из вас на замкнутой территории, в ограниченном пространстве. Кто-то из вас в вынужденной патовой ситуации. Но вот у вас уже наступает буквально тот период, когда нужно делать первые шаги. С чем это связано? Давайте с вами узнаем. Что же изменится в этом? Какие дороги откроются перед вами? Да какие дороги откроются перед вами? Быстро что-то на лад не пойдет. По семерке мечей есть явный какой-то проект, есть проект, но который не движется очень быстро, мои дорогие. Тем не менее, вам явно нужно что-то продолжать, ведь иногда мы говорим, что нужно вот ухаживать, да. То есть вам нужно, придется такой еще путь пройти, когда быстро перемен нет. Вот будьте к этому готовы. Здесь будет, знаете, как у Бога все готово. В какой-то пункт вашей жизни произойдут. К примеру, вы получите новость или произойдет какая-то ситуация. Ведь всегда карта шанса, туз пентаклей, две карты пентакливые. Как будто и для вас сейчас тема денег, финансов, это точно у кого-то тема дома, это тема номер раз. У кого-то из вас это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью. С другой стороны, все-таки десятка кубков будет говорить еще и о благополучии, с учетом еще и двух пентаклевых предыдущих карт. Это даже финансовое благополучие, это подушка безопасности, которая нам приносит радость. То есть вот эти эмоции, они от того, что у вас на кону стабилизация какая-то, стабилизация каких-то сложных или задвоенных отношений, или каких-то обстоятельств. Десятка кубков – это вот действительно какая-то цель, но к ней приходится идти таким поступательным движением или мелкими шагами. Вот действительно, 20-й старший аркан нам будет говорить, что все случится или произойдет в свое время. У вас наступает выздоровление, избавление от боли, избавление от страданий. Следом как будто приходит еще одна добрая новость, мои дорогие. Здесь у вас будет какое-то предложение, которое, вот смотрите, два туза, туз пентаклей, туз жезлов. У вас как будто на кону, будьте где-то внимательны, потому что первая карта – это мы когда ухаживаем за каким-то проектом, и если мы говорим или продолжаем, ну, может быть, это и работы касается, пусть какой-то период это вы занимаетесь уже тем видом деятельности, который вам знаком, или продолжаете бизнес, где-то вам будет сложно, потому что по семерке Пентаклей это именно наша забота как о своем детище, да? Но она подразумевает, что денег-то нет, например, да, это ведь семерка. Мы как будто ждем, когда же они там созреют и упадут. Женщина пришла с корзиной, дай-ка соберу. Посмотрела, нет, еще рановато. Надо еще поухаживать, нужно еще подождать. Конечно, эта карта будет где-то отчасти говорить. Тут не в ожидании, тут именно уход. То есть вы именно за чем-то ухаживаете или продолжаете какое-то действие, вы настойчивость, по сути дела. Именно настойчивость, потому что только после этого и будет какой-то своеобразный прорыв, как туз пентаклей. Поэтому придется какую-то траекторию нам, вот как представьте, от того участка, где вы сейчас находитесь, да, перекресток судьбы. Тут вовсе не перекресток, мои дорогие. Тут дорога по прямой. Вот именно по прямой. Потому что это где-то рядом с вами. Ну вот, видимо, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но вы-то победите, более того. Одна как шанс, или победа, или... Ну, это именно возможность, да. Здесь что-то сложится в вашей жизни, хорошо, именно хорошо для вас. И именно по части каких-то материальных процессов или вопросов финансов, или буквально получения каких-то документов. И будет радость. Более того, у вас, ну, как и вдохновение, все-таки десятка кубков. И я могу еще сказать, и поддержка. Но дальше у нас как будто на этом перемены не заканчиваются. 20-й старший аркан нам говорит, что перемены, тем не менее, на пороге. Что-то еще очень важное, которое будет следовать дальше. Вот тут действительно, тут не в ближайшее время. Мы откроем в отдаленном будущем, что нам там подскажут. Но нет вот этой метаморфозы. Нет пока, по крайней мере, какого-то шокового состояния. Все идет своим чередом, подводя что-то к итогу шаг за шагом и вас приближая к этому самому выбору. И следом будет какой-то шанс. Мне хочется открыть карты. Это то, что вот буквально цель. Будьте готовы к тому, что вот это и есть
Между прошлым и будущим вы думаете, что это буквально сейчас, а вы еще чего-то не видите, не знаете. Вот давайте узнаем, что же в отдаленном будущем, что идет в вашу жизнь дальше. Вот, наверное, по десятке жезлов это всегда карта и внутренней усталости, и абсолютно точное понимание. Вот не случайно у нас вот эта вторая позиция. Когда мы включились в множество вопросов, а нам тут и не нужно было. Вот у вас что будет дальше? Что идет в вашу жизнь? У вас высшие силы подводят к тому итогу, когда вы понимаете, что как много потрачено усилий, как будто в никуда, в вакуум, в пустоту, как много я кому помогал или в чем-то участвовал, как много проектов или, может быть, как много времени я потеряла. И вот этот выход из лабиринта, он наступает. Правда, тут вопросы работы, мои дорогие. Работа, причем такая, которая от вас потребует правильной организации, это факт. С одной стороны, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, но рядом с ней четверка мечей. Это когда мы наводим и порядок в собственной ментальности, и в нашей жизни. Так вот, вы будете порядок и в работе, или, может быть, даже в графике. У кого-то это будет связано с тем, что вы, кстати, можете по тройке кубков, ведь это карта праздника, встретить, может быть, даже в ближайшее где-то время вторая карта, которая нам свидетельствует именно о личности. Король Пентаклей — это может быть какой-то надежный человек, которого вы, возможно, через вопросы, которые вы решаете по части работы или документов, или когда, ну вот встреча какая-то может быть совершенно случайная. Вы можете оказаться, кстати, что будет дальше. Я тут все-таки вижу вторая карта, которая очень полярна, да, это то, что мы говорим на ближайшее, это скоро, а это отдаленно. Поэтому не бойтесь отпускать людей из своей жизни. На смену им приходят другие. Мне хочется спросить, мои дорогие, тут правда человек какой-то идет в вашу жизнь, причем в тот момент он даже может появиться, когда вы меньше всего этого ожидаете. Давайте я достану другую колоду, и мы с вами посмотрим, что этот человек несет лично вам. Колода Евы. Давайте узнаем, что придет с этим человеком. Вообще ведь это статусный человек, может быть, иногда тоже именно по этой карте идут супруги, увы. Поэтому у кого-то тут могут быть серьезные даже отношения. Что человек лично вам несет? Туз чаш, мои дорогие, радость он вам несет. Можете ли вы доверять этому человеку? Туз пентаклей, да, конечно. Я не буду. Лучший враг хорошего для кого-то из вас – тут встреча очень важного человека в вашей жизни. Поэтому и повторяла, еще раз повторюсь, не бойтесь кого-то отпускать. Жизнь для вас, пусть так вот непросто. И ведь не случайно у нас здесь, это ведь карта семьи. Может быть, это семья, которая не буквально, вот она уже там как будто за поворотом, да, но вы сами, становясь более сильной личностью, проходите непростой путь. Но и у человека-то, вот, кстати, я ведь тоже такое могу предположить, что человек, вот если мы переложим эти карты где-то на него, у него тоже могла быть какая-то очень сложная история, когда человек вас будет понимать. И знаете, не торопитесь, если вам доведется с таким человеком встретиться. Здесь не стоит настаивать, где-то продавливать свою историю, потому что хлебнул тоже каких-то ситуаций жизненных человек. Он вам может сразу, кстати, не говорить, что, ну, допустим, о своих ресурсах, то есть какого-то пафоса вы от него не дождетесь. Более того, человек, может быть, даже выглядит более скромно, чем можно сказать, обладает, или он не хочет чего-то демонстрировать, поэтому он и не хочет, чтобы его кто-то торопил. Но вот у кого-то может быть в отдаленном будущем важное знакомство. Но давайте теперь мы, если мы все-таки говорим, что это как развилка судьбы, вот вы можете сейчас спрашивать, как мне поступить? Или как изменится моя жизнь, если я выберу один какой-то вариант, и как изменится моя жизнь, если я выберу какой-то другой способ действия. И у кого чего касается вопрос. Давайте вот мы узнаем. Вот вам по пути, вам в этом направлении нужно, это ваш выбор или нет? Первый вариант.
что вы загадали. Да. Второй вариант. Скорее всего, даже если что-то будет начинаться, потом это будет как сродни дежавю. Еще раз возврат какой-то подобной ситуации, когда мы словно не сдали жизненный экзамен. Вы все равно от чего-то откажетесь. Возможно, вы даже и попробуете. Все таки жизнь, она тоже иногда напоминает жизненный лабиринт, да, или не все вопросы нам так вот явно подсвечены или как будто ясны. Или иногда, может быть, даже по второму варианту, кстати, знаете, если это где-то совпадает вопрос, который вы задали или загадали, с множеством эмоций, которые больше на эмоциях, то тогда это точно это жизненный экзамен, потому что мы как будто должны научиться видеть вещи целостными и реальными, а не основываясь на эмоциях. Потому что королева мечей – это сильная позиция, карта независимого человека. Это тот, который не живет по указке, но и ни по каким эмоциям, который в любой момент готов взять себя в руки и действовать, исходя из соображений где-то осторожности, обстоятельств, ну и того, как ресурсы, которые в руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Буду очень благодарна. Я вообще с удовольствием читаю ваши комментарии, правда, и благодарю вас за то, что вы сохраняете вот такую добрую атмосферу душевности или душевного тепла на нашем канале, потому что канал, он не просто мой, он именно взаимодействие с вами. И мне поэтому очень приятно. Комментарии ведь бывают разные, я все это тоже прекрасно понимаю. Но вот когда я захожу на канал Таро Немо, я понимаю, что это общество единомышленников. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, читайте мои гороскопы, статьи по психологии. Поверьте, если сложные ситуации патовые, всегда можно найти выход. Но иногда, может быть, и объективно, когда ты читаешь, а все равно обдумываешь что-то свое. Но порой и более такие рациональные мысли приходят. И я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.